Прогрессирующая деградация режима до военной диктатуры уровня самых малоразвитых стран вступила в буйную фазу. Началась она с массовых зачисток всех независимых СМИ, включая крупнейший портал Тутбай и нашу Ниву. А теперь титаническая борьба режима со всеми, кто говорит правду, масштабировалась до НГО. Причем, если раньше хапуны были преимущественно точечными и затрагивали отдельных людей, то сегодня силовики пошли мелким бреднем практически по всем негосударственным организациям. С самого утра в сети появились сообщения о обысках в правозащитном центре «Весна», офисах «Руха за свободу», Объединения белорусов мира, благотворительного проекта «Имена», БАШ и Белорусского Хельсинского комитета. Под прицелом оказалась даже организация «Гендерные перспективы». Масштаб сегодняшних репрессий с трудом поддается оценке. Отметим, что мы перечислили далеко не все организации, в которые вломились с обысками. Причину происходящего объяснили провластные каналы в своем фирменном стиле, со злобным клёкотом и нескрываемым злорадством. За масштабной зачисткой стоит Департамент финансовых расследований. Судя по всему, большинство задержанных, среди которых известный правозащитник Валентин Стефанович, его коллега, бывший политзаключенный и руководитель «Весны» Олесь Беляцкий, журналист и правозащитник Игорь Казмирчак и многие другие, проходят по статьям об уклонении от уплаты налогов и организации массовых беспорядков. Отметим, что накануне Геббельс ТВ выкатила очередной блокбастер, художественный уровень которого стал еще хуже, чем предыдущее творение. В нем чекисты бодро отрапортовали об отлове особо опасных террористов и показали кадры с исламскими радикальными организациями, непрозрачно намекнув, что в Беларуси есть своя Хизбалла. Судя по всему, сценарий для этого опуса писал сам Григорий Озаренок, ведь кому еще придет в голову сравнивать атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке с постановочным кунг-фу с собой в главной роли. Однако суть здесь в другом. Это низкопробное кино стало анонсом и оправданием сегодняшней зачистки. Диктатор решил, что кругом одни террористы, а более умные персонажи из ДФР и КГБ поняли, что на этом можно словить неслабый гешефт, ведь деньги этих как бы террористов можно смело забирать себе. Новый приговор вынесен страдающему эпилепсией 17-летнему политзаключенному Никите Золотареву. Подростка приговорили к 1,5 годам лишения свободы за якобы нападение на сотрудников СИЗО. Ранее Никиту приговорили к 5 годам воспитательной колонии по делу о коктейлях Молотова. Теперь политзаключенного обвинили в том, что он сделал подножку сотруднику СИЗО, хотя, по словам Никиты, сделал он это случайно, когда его насильно пытались затащить в грязную камеру, заломав при этом руки. Более того, подростка признали виновным в угрозах в адрес сотрудницы изолятора и членов ее семьи. С учетом изменений в законодательстве Золотареву пересчитали срок, который он провел в следственном изоляторе до суда. И в итоге он будет сидеть 4,5 года. Кроме того, родители мальчика теперь обязаны выплатить так называемым потерпевшим по 500 рублей каждому компенсацию морального вреда. На суде Никита Золотарев заявил, что в СИЗО его продолжают избивать и отказываются передавать лекарства. Но судью Центрального района Гомеля Виктора Казачка это ничуть не смутило. Сразу два крупнейших независимых издания Беларуси заявили о своем намерении покинуть страну и продолжить свою журналистскую деятельность за границей. Речь идет о «Нашей Ниве», сайт которого заблокировали почти неделю назад, а его главный редактор Егор Мартинович задержан по подозрению в организации массовых беспорядков, а также о Еврорадио, корпункт которого был закрыт 6 июля. Редакция больше не имеет права осуществлять на территории Беларуси свою журналистскую деятельность, в связи с чем ищет возможности перевести своих сотрудников в Варшаву. Как прокомментировала происходящее директор «Нашей Нивы» Анастасия Ровда, работать журналистом независимого издания внутри страны равноценно самоубийству. Ты просто идешь в тюрьму под уголовную статью. Эти слова полностью описывают происходящее последние пару недель, когда давлению со стороны режима подверглись десятки независимых изданий. Только за последние сутки обыски прошли как минимум у 4 представителей негосударственных СМИ. И с каждым днем список продолжает пополняться. Видимо, таким образом нелегитимно и рассчитывать заставить журналистов молчать. Но даже это не поможет спасти его имидж, потому что точка невозврата пройдена. И водворение независимые СМИ страны не заставят белорусов полюбить насилие, пытки и репрессии. Каждый бюджетник знает, что такое добровольно-принудительные поборы. Организации, в которые собирают деньги, формально зовутся благотворительными. Например, Красный Крест. И, казалось бы, отдать свои 20 рублей на помощь бездомным – это благое дело. Вот только средства эти идут не нуждающимся, а в совершенно другие карманы. Об этом стало известно каналу «Белые халаты», который провел собственное расследование и выяснил, что последние несколько лет Красный Крест участвует в материальном обеспечении силовиков. Именно эту социальную группу международные
международная благотворительная организация считает самой обделенной в нашей стране. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Информация, полученная белыми халатами, добыта из открытых источников. Так, в прошлом году, аккуратно накануне августовских событий, Красный Крест снабдил Гродненский ИВС и МВД внушительной партией средств индивидуальной защиты. Если организация таким образом проявила заботу о задержанных, чтобы те не заражались от конвоиров, а только друг от друга в переполненных камерах, то это обыкновенное издевательство. Согласно использованным в расследовании отчетам, аналогичную помощь получили силовики ряда других областей. Причем, как стало известно позже, деньги на нее брались из профильного проекта с бюджетом в более 200 тысяч рублей, предназначенного для мигрантов. Впрочем, в этом году режим и без гуманитарной помощи нашел способ решить вопрос с нелегалами, подбросив их литовцам. Отметим, что писатель Саша Филипенко ранее обратился к президенту Международного комитета Красного Креста, обвинив организацию в игнорировании гуманитарной катастрофы в стране и в том, что она, прикрываясь нейтралитетом, отказывается инспектировать белорусские тюрьмы. В ответ на это письмо Мауэр пояснил, что такая миссия требует согласования с руководством страны. Что ж, какая страна, такая и благотворительность. До 6 лет лишения свободы грозит волонтерам фонда «Страна для жизни», которые занимались передачами для политзаключенных. Им инкриминируют уголовную статью о финансировании деятельности экстремистского формирования. Всего по данному делу проходят 4 человека, и находятся они сейчас в СИЗО Новодарского. Народный лидер Светлана Тихановская уже высказалась о происходящем, заявив, что волонтеры лишь собирали от неравнодушных белорусов продукты и относили передачи политзаключенным. И только за это они, как и сотни других волонтеров в Беларуси, попали в ситуацию, когда им самим нужна поддержка. По информации фонда, только за прошлый месяц задержанным удалось передать около 3 тонн продуктов для 113 политзаключенных. При этом никаких денежных средств добровольцы не собирали, а значит, и задержание, как обычно водится в нашей стране, незаконно. Судя по всему, нелегитимный уже настолько напуган и боится потерять свой трон, что даже развернул борьбу с обычными волонтерами. Друзья, на нашем канале появился новый выпуск «Давайте разберемся». Совместно с платформой «Голос» изучили, как проходили фальсификации на президентских выборах 2020 года и кто к этому приложил руку. Заходим, смотрим, цифры шокируют. Я же прощаюсь с вами до завтра. Берегите себя и живи Беларусь!